Дорогие друзья, сегодня покажу вам, как приготовить ароматную, вкусную апельсиновую паску из творожного теста. Готовится такая пасочка очень просто, тесто вымешивать не нужно. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать все нюансы приготовления. Сначала нужно замочить цукаты апельсинов и курагу алкоголем и апельсиновым соком. Всего нам понадобится 200 грамм сухофруктов, 50 грамм ароматного алкоголя и 50 грамм апельсинового сока. Алкоголь можно заменить на апельсиновый сок. Сухофрукты перемешиваем и отставляем в сторону на несколько часов. Это можно сделать и на ночь. Теперь приготовим опару. Нам понадобится 240 грамм теплого молока, 50 грамм сахара и 40 грамм свежих дрожжей. Свежие дрожжи можно заменить на сухие, тогда их понадобится в 3 раза меньше. Также в опару добавляем 40 грамм муки, просеянную через сито. Перемешиваем до объединения ингредиентов. Накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 15-30 минут. Опара должна увеличиться в объеме в 3 раза. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. 9% творог нужно перебить блендером, либо перетереть через сито. Также нам понадобится 280 грамм сахара, 6 яиц, это примерно 300 грамм, и чайная ложка ванильного сахара. Взбиваем миксером в пышную массу. Тем временем опара у меня очень сильно поднялась, переливаю ее в большую посудину. К опаре добавляем цедру с 2-3 апельсинов, натертую на мелкую терку, пол чайной ложки соли и подготовленный творог. Все перемешиваем до объединения ингредиентов. Добавляем яичную смесь и перемешиваем. Затем добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло. Нам понадобится 100 грамм масла. Перемешиваем. Затем частями в несколько подходов добавляем просеянную муку. Добавили часть муки, перемешали и добавляете следующую часть. Вначале удобно перемешивать тесто лопаткой. Когда тесто станет густым, можно использовать тестомес. Тесто будет липким, не пугайтесь, так и должно быть. По своей структуре оно похоже на кексовое тесто. Муку ни в коем случае добавлять не нужно. Тесто тянется, оно очень лениво сползает с лопатки. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Тесто готово, вот такую консистенцию оно имеет. Накрываем полотенце и оставляем в теплом месте примерно на 1 час. Тем временем сухофрукты у нас уже пропитались алкоголем и апельсиновым соком. Сливаем с них всю жидкость, она нам больше не понадобится. Добавляем к сухофруктам 2-3 столовые ложки муки от общего количества. Перемешиваем, чтобы каждый кусочек сухофруктов покрылся мукой. Тесто отлично поднялось, перемешиваем и добавляем к нему сухофрукты. Все тщательно перемешиваем, чтобы тесто объединилось с сухофруктами. Формочки предварительно я смазала растительным маслом. В формы диаметром 8 см я накладываю 200 грамм теста. В формы диаметром 11 см я накладываю 400 грамм теста. Если вам нравится такой рецепт, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Сверху тесто разравниваем ложкой. Чтобы тесто не прилипало к ложке и легче было разравнивать, окуните ложку в воду.
Все готово, накрываем пасочки полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на полчаса. Тесто в формах поднялось, теперь будем выпекать. Выпекать будем на режиме конвекция при температуре 180 градусов 10 минут. Потом уменьшаем температуру до 165 градусов и выпекаем 30-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Остывшие куличи будем покрывать апельсиновой глазурью. Для этого нам понадобится 300 грамм сахарной пудры, цедра 1-2 апельсинов и 40 грамм апельсинового сока. Все перемешиваем до однородной массы. Густоту глазури можно регулировать с помощью сока либо сахарной пудры. Куличи хорошо остыли, достаем их с форм и намазываем апельсиновой глазурью. Глазурью нужно намазывать сразу после приготовления, потому что со временем она густеет. При желании на куличи делаем потеки. Украшаем по желанию. Я украшаю апельсиновыми цукатами. Вот такие яркие, красивые пасхальные куличи у нас получились. Глазурь отлично застыла, она абсолютно не крошится. Апельсиновые куличи получились мягкие, ароматные и очень вкусные. Как видите, апельсиновые паски готовятся очень быстро, незаморочливо. Обязательно приготовьте такие куличи на светлый праздник Пасхи, удивите своих гостей. Приятного аппетита!